Еще кораблик проплывает. Всем привет! Вы на канале Женя путешествует, и сегодняшний выпуск пройдет в Калининграде. Я покажу вам интересные ресторанчики, кафешки, забегалочки, короче, где можно покушать в Калининграде и в Светлогорске. Светлогорск — это небольшой городок рядом с Калининградом, тоже очень милый, классный, поэтому свожу вас по всяким вкусным местечкам этих двух городов. Поехали! Открывает наш список мой любимый ресторан «Резиденция королей». Еще тут рядышком ресторан «Брецель», но это, по сути, типа одна тусовка. Здесь имеется собственная пивоварня, и я заказала сет пива. На самом деле я не пью, но специально для ролика мы сегодня с вами попробуем разное пиво. Это у нас Вайцен светлый, темный стаут, пруш и секрет монарха светлое. Еще, что мне очень нравится в этом ресторане, как бы для чего я его в основном и раньше посещала, это вот такие замечательные брецели. Они очень пышные, ну, тесто в них типа пышное и соленое. Я считаю, что это лучшие вообще брецели во всем Калининграде. Это у нас Вайцен, плотность 12%, алкоголь 5%, светлая нефильтрованная пшеничная. Пишут тут. Ваше здоровье. Могу сказать, что кислинка не ощущается, но как по мне. Может быть, она есть прям вообще чуть-чуть. Действительно очень мягкое такое сладкое пиво. Класс. Дальше у нас идет темное пиво. Тоже 12 градусов, 12% плотность, алкоголь 4%. Я темное пиво не люблю, но взяла на всякий случай попробовать. Ну, кстати, нормально. Это, в принципе, тоже даже не кислит. Я думаю, вот что-то подобное хорошо к мясу подойдет. Очередной дубль, мне просто захотелось выпить побольше пива. Тут пруш, светлое фильтрованное, ячменное, непастеризованное, плотность 11%, алкоголь 4,2%. Написано, что это один из самых популярных вкусов. Ну, тоже достаточно мягкий вкус, горчинка ощущается чуть-чуть побольше, вот, но в целом, если вы все еще не любите с горчинкой, как и я, то тоже подходит. И заключающий вариант у нас секрет монарха, светлая, фильтрованная, непастеризованная, плотность 11%, алкоголь 4%. Да, это пиво с горчинкой, я такое не очень люблю, но, опять же, все еще достаточно легко пьется. Холодненькое в жару залетает самое оно. Вообще, как бы, вот ресторан «Брецель», здесь он чисто пивной ресторан, тут еще живая музыка по вечерам проходит, караоке бывает, поэтому я здесь раньше особо из еды ничего не брала, брала здесь только свиные уши мои любимые. Брецели, пиво и свиные уши, как бы здесь были отличные, теперь здесь остались замечательное пиво и брецели, а свиные уши куда-то делись. Ну, это окрошка. Окрошку испортить, мне кажется, сложно. Но опять же, мой фаворит — это брецель. Вы что думали, я ролик записывала специально, чтобы приехать этих брецелей поесть? С Вайсеном. Это одно из самых мягких и медовых пив, которые я вообще пробовала. Принесли счет. Мы поели максимально дешево. Ну, типа, в ресторане вроде считается, что если ты кушаешь, что ты там достаточно дофига всего оставляешь, типа ресторан же. Пиво, из-за того, что оно 0,2, оно такое дешевое, как бы, для пива. Всего в итоге на 3000 поели. Очень классно.
А это популярная сеть стритфудовой еды. Здесь вкусная шаурма, ростеры. Ростеры — это типа такая шаурма, просто закрытая. И вот эти вот ростер-хиты натыканы по всему Калининграду, Светлогорску, Зеленограду. Наверное, еще они где-то тут есть. Здесь есть такой необычный ростер, как ростер с фалафелем. Я его первый раз несколько лет назад попробовала. Это, короче, когда вот вы вегетарианец, вы едите без мяса шаурму вот с фалафелем. Я взяла, если честно, по приколу. Думала, будет какая-то гадость, но реально вкусно. Кстати, что понравилось? Максимально приятные цены. Вот стоимость вот этого ростера, такой вот он по размеру, там мужик упал, 230 рублей. Остальные, они примерно в такой же ценовой категории. Ну, тесто не хрустящее, но это как бы дело вкуса. Мне, например, нравится. Ну вот фалафель — это... Я даже не знаю, что это такое, если честно. Это что-то из бобов. Что-то вот, что типа, что заменяет мясом. И по вкусу похоже на, ну, что-то типа картошки. Да, это что-то типа картошки со специями. Тут еще помидорка. Соус похожий на горчичный. В общем, хороший перекус. Самое главное, дешевый. Если вы вот приехали чисто вот погулять, вы как бы не закладывали деньги на рестораны в бюджет, то это прям отличный вариант, и они по всему городу раскиданы. Сырок еще плавленый. И мои нелюбимые маринованные огурцы. Наверное, где-то лет 5 назад я познакомилась с этим ростер-хит. Все еще держит планку. Классный, дешевый, съедобный, как бы даже вкусный перекус во время прогулок по Калининграду. Мы находимся в кафе «Элеватор». Почему я записываю прямо в порту? Потому что кафе находится напротив порта. Вообще у них еще кухня открыта. Но мы как-то так удачно приехали, что прямо сейчас у них проходит какое-то мероприятие, фест в честь их 5-летия. Они что-то все тут на улицу выносят, какие-то пуфики. А в ресторане на данный момент можно было взять только напитки, что, собственно, и сделала. Вот сейчас в Калининграде почти 30-градусная жара. И вот холодный бамбл прям вообще отлично заходит. Но тут как бы прикол даже не в напитках. Они вкусные, мне понравилось, там мы еще какой-то заказали, но тут прикол не в них, тут прикол именно в виде. Мне кажется, это самый красивый вид из кафешки в Калининграде. Только что тут корабль проходил огромный, просто обалденно. Вот это вот, кстати, элеватор, ну, уже не действующий. Поэтому кафе так и назвали. Пуфики тут, ребят, соорудили. Вон там сзади какая-то открытая кухня. Конечно, если как бы душнить, то по сравнению с Москвой там, ну, там вообще народу нету. У них такая чисто тусовка для своих. Но, блин, тут очень мило. Там и внутри приятненько. Кстати, на каждом столике стоит бесплатная вода. Ну, я думаю, просто приходить попить воду — это немного нецелесообразно, но просто сам факт, что, типа, вы пришли, и пока там выбираете меню, у вас вот есть графин с водой, можете попить водичку, охладиться. Ну, как-то с душой, не знаю. Вот такой видочек сзади у нас. Пуфик. Тут приятно. Тут очень спокойно и хорошо. Мне нравится это местечко. Шли сейчас, купили в магазин ЦАПа марципан. Здесь, ну, как бы много производят марципана, как бы самое такое популярное в Калининграде — это янтарь и марципан. Вот я всегда кушала марципан
Мне он нравился. Ну, типа, ну, марципан и марципан. Клевый, конечно, да. Но, оказывается, самый вкуснейший марципан — это запеченный. Вот так вот выглядит запеченный марципан. У него более такой темный окрас. Это потрясающе. Мы сейчас уже до сегодня разные вкусы попробовали. И могу сказать, что без добавок, самый обычный запеченный просто, это прям, это лучшее. Потому что, ну, добавляют, типа, там, с ароматом клубники, с ароматом вишни, еще чего-то. Но это все чувствуется химозность. А вот без всего просто взяли, подпекли, поджарили. Это лучшее. Ну и, конечно, куда в Калининградской области без рыбы. Сейчас пойдем с вами в ресторан, который называется «Дом рыбака». Насколько я понимаю, это ребята сразу ловят рыбу и готовят ее. Находится это светлогорский ресторанчик прямо у моря. Потрясающие там оценки, 5,0 балл. Тут немножечко все перекопали. Идет реставрация береговой линии, поэтому тут такой вход достаточно стрёмненький. Меню не слишком большое, но ничего страшного. Взяли судака, запеченного с баклажанами и сыром. Это здешний судак, типа вылавливается тут. Из здешних, скажем так, морепродуктов мы попробуем с вами только судака. Ну, мы еще кальмаров заказали, так чисто попробовать. Вот это судак с баклажанами и сыром. Пахнет сыром. А это вкусняха. Это кальмар. Короче, я решила, что это рыба, потому что, типа, она, ну, кусманчики такие целые. А это, оказывается, кальмары, которые не порезаны кольцами. Пахнет чесночком. Вот, вообще выглядит очень круто. Лимончик. Сейчас будем пробовать. Ну, пахнет, по крайней мере, просто замечательно. Сначала пробуем с вами судака. Угу. Нормально. Вообще нету костей. Очень круто. Обычно ешь такую вот рыбку, и все время кажется, что сейчас какая-нибудь косточка попадется. Сочетание судака, баклажана, помидорок, сыра и лимончика. Это просто великолепно. Опять же, я уже сказала, ни одной косточки, все максимально мягенькое, вкусненькое. И вот я теперь понимаю, почему у этого ресторана стоит оценка 5,0. Типа не 4,9 даже. Хотя там отзывов очень много на Яндексе. Но именно 5 ровно. Это реально заслуживает. Это потрясающе. Сейчас я буду кушать вот это кальмар. Внутри него находятся креветки. И внезапно там еще оказались грибы. Необычное сочетание. Кстати, достаточно легко режется кальмар. Когда-то давно я готовила кальмара сама дома, и его очень просто испортить. Хотя бы чуть-чуть его переготовишь, на несколько секунд попозже его снимешь, и он превращается в резинку просто, что его невозможно ни разжевать, ни порезать. Чай подзаварится парни. Подождите. Спасибо большое. Ну, вкусно. Я просто даже не знаю, с чем его сравнить. Это просто смесь креветок. Немного ощущаются грибы, кальмар, и все это перемешано в чесноке. То есть оно такое достаточно отдает остринкой. Очень необычно. Ну и кальмар сам по себе прям мягкий. Очень хорошо приготовлен сам кальмар прям. Единственное, что вот могу сказать насчет кальмаров. Лично мне это не напомнило основное блюдо. Мне кажется, это больше похоже на такой своеобразный теплый салат. Кальмар вам зайдет, если вам нравится именно кальмар. А палтус вам в любом случае зайдет, потому что рыба была потрясающая. Нам еще тут принесли маффин. Немного завалился.
Причем в меню не было указано, что он еще идет с мороженкой. Нам очень нравится этот ресторанчик, он очень милый. Тут никого нет, тут очень хорошее, вежливое, тактичное обслуживание. Вовремя как бы подают это все. То есть мы сразу закончили основные блюда, нам сразу принесли это, чтобы мороженое не лежало, не плавилось. Ну, в общем, посетили мы ресторан «Дом рыбака». Это в Светлогорске, наверное, самый лучший ресторан. Однозначно 5 из 5. Красивый вид. Ну, конечно, тут на данный момент идет реставрация набережной. Даже так смотреть на море очень успокаивающе, умиротворяюще. Сейчас так совпало, что не так уж много народу, и мы сидим в абсолютно пустом ресторане. В общем, замечательное место. Нам рассказали, что повар, который здесь работает уже на протяжении 30 лет, и те блюда совершенствуются уже на протяжении 30 лет. Такая немного слегка в сторону домашней кухни вот идет. Этот ресторан я вам однозначно рекомендую. На 2 человек у нас здесь вышло 3500 где-то. Включение из Светлогорска. Мы сейчас зашли в кофейню, называется «Кофе в облаках». Очень милая, очень уютная. Ну, вот, она сзади меня, короче. Прям в центре Светлогорска. Тут играют на гитаре. Что мне понравилось в этой кофейне? Ну, во-первых, очень милый, уютный, розовенький интерьер, если вам нравится розовый цвет. И очень большой выбор всякого авторского кофе, необычного. Ну, вообще, принесли мне красоту, конечно. Это арбузный лимонад с розой. Причем, извините, я пальцами. Это реально роза. Это напоминает мне, как я когда-то грецкий орех со скорлупой съела, непонятно зачем. Мне кажется, она несъедобная, она чисто для красоты была добавлена. Так, пробуем с вами лимонад. Мне, кстати, нравится, что в лимонадах, и одновременно не нравится. Я не люблю газировку. А это лимонад не газированный, просто такой холодный летний напиток. В нем ощущается мята, арбуз и даже розы каким-то образом. Так, ну и еще у мамы тут стырю обычное латте с корицей. Но я не любитель кофе. Для меня вот это латте весьма горькое. Латте обычно не горькое, но вот это вот мне показалось горьким. Вот, кстати, мама говорит, что это настоящий латте. Она у меня обожает кофе и типа шарит в нем, разбирается, пьет его постоянно. Говорит, это правильный латте. Типа, ну, я действительно в кофе не разбираюсь. Так что отзыв от настоящего кофемана, кофе тут тоже хороший. Мы уже тут, наверное, раз 3 кушаем, будем еще заходить. Это, короче, лучшая кофейня в Светлогорске. Тут прям напротив вот такая красотень. Сейчас сразу живая музыка, замечательный вид, сосны, закат, готическая архитектура. Я вот раньше думала, что типа, вот, например, французы, да, типа, любят сидеть там по часу в кофейнях. Типа, что можно целый час делать в кофейне? Делом заняться не хотите? Если у тебя открывается такой вид и потрясающий кофе еще в придачу, то реально хочется тут просто целый час проторчать, слушать музыку и просто наслаждаться всем этим. Это великолепно.
Следующая точка. Пиратская креветка. Будем тестить с вами тигровые креветки с таким красивым видом. Могу сказать, что она на самом деле не такая большая, как я думала. По-моему, там только одна дохлая креветка всего. Из плюсов там нет морковки корейской, которую я ненавижу. Но из минусов она небольшая. Там, насколько я поняла, всего парочка этих тигровых креветок. И мне даже не заметен ни один из ананасов. Там еще было написано, что ананасы есть, но что-то я их не вижу. На картинке она была симпатичнее. Ну и завершающей точкой нашего ролика будет ресторанчик Königsbaker, в который я забежала перед тем, как пойти смотреть закат. Вот взяла там тарталетку, уже укусила пару раз, не удержалась. Это, наверное, одна из самых популярных сетей булочных в Калининграде и в Светлогорске, в Зеленоградске, по-моему, тут она тоже есть. В основном у них всякие сладкие булочки, есть еще сытные, несладкие. Кофе, кстати, не особо, как по мне, вкусное. Для сладкоежек, короче, там огромный выбор всякого сдобного, более-менее дешевого, так что вот на вечер что-нибудь у них взять, это прям самое то. Ну, в общем, вот такое видео о ресторанах Калининграда и Светлогорска у нас получилось. Кошечка пробежала. Может быть, вам есть что добавить на их счет или порекомендовать какие-нибудь другие. Ну, в общем, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если вы хотите поддерживать мой контент, не забывайте подписываться на Boosty. Вот он будет где-то здесь. Впереди еще много новых приключений. Пока!